В выходные, посвященные Дню памяти, известному как «Раскаты грома», раненый морской пехотинец стоит посреди улицы и отдает честь в течение 3 часов. В разгар этого чествования внезапно появляются байкеры и совершают немыслимое. Под палящим солнцем посреди оживленной улицы стоял ветеран-сержант Тим Чемберс. Его форма была украшена медалями и нашивками, свидетельствующими о годах службы и достижениях. Он простоял там 15 минут, подняв руку в знак приветствия, жест уважения к своим погибшим товарищам, чьи имена были выгравированы на новом военном мемориале перед ним. Его решимость привлекла внимание всех, кто был свидетелем этого особого момента, особенно потому, что, похоже, он не собирался никогда покидать это место, не говоря уже о том, чтобы опускать руку. В течение 3 часов он не сходил с места, не отрывая взгляда от горизонта и отдавая честь. Боль от ранения, оставшегося на память о последнем сражении, терзала его, но решимость была железной. Его рука оставалась поднятой в жесте приветствия, который выглядел так, словно он застыл во времени. Он оставался сосредоточенным, и ничто не отвлекало его, не заставляло отвернуться. Его поступок шокировал зрителей, и по прошествии нескольких часов слухи о ветеране морской пехоты, отдающем дань уважения погибшим товарищам и тем, кто пропал без вести, служа стране, распространились по всему миру. Люди бросали свои дела, чтобы стать свидетелями этого момента. Некоторые выстроились вдоль дорог с флагами в руках, в то время как другие предпочли держаться на расстоянии и наблюдали, как другие отдают дань уважения. Пока его руки оставались поднятыми для приветствия, Тим мысленно вернулся к воспоминанию, которое придало ему сил держать руки поднятыми, несмотря на все усилия не делать этого. Прошли годы с тех пор, как Тим потерял своего брата на поле боя, и этот конкретный день напомнил ему о точной дате, когда Марк пожертвовал собой, чтобы спасти его жизнь. Марк был братом-близнецом Тима. Они были из тех близнецов, которые все делают вместе. Разлучить их было проблемой с самого детства. У них были одинаковые интересы и увлечения, и именно поэтому они оба поступили в морскую пехоту. В армии они работали вместе и всегда защищали друг друга. Всякий раз, когда требовалось выполнить свой долг, они сражались бок о бок. Планировалось, что они будут служить своей стране, пока не состарятся вместе. Но у судьбы были другие планы. Воспоминания о последнем дне, когда он видел своего брата живым, пронеслись в его голове, когда он стоял посреди улицы. Их отправили в зону боевых действий, чтобы они сражались вместе со своими сослуживцами, защищая свою страну. Пока они сражались, издалека были слышны взрывы и стрельба. Прежде чем они смогли получить приказы от своих лидеров, они попали в засаду, устроенную несколькими шпионами, которые долгое время действовали в этом районе, сами того не ведая. Подразделение Тима и Марка столкнулось с сильным вражеским огнем, но, проявив мужество, они сумели дать отпор своим врагам. На наблюдательных пунктах у разведчиков было несколько снайперов, и как только они получили команду, они начали стрелять, убив на месте 2 солдат морской пехоты. Это была очень жестокая война. В разгар хаоса и неразберихи Тим получил тяжелое ранение от снайперской пули в ногу. Когда он пытался добраться до безопасного места, Марк заметил его и, не колеблясь, бросился спасать, уворачиваясь от летящих пуль. Марк оттащил своего упавшего брата в безопасное место, прикрывая его от вражеских пуль. То, что он сделал, было иррациональным, и это подставило его под удар одного из шпионских снайперов, который выстрелил ему в голову. Марк рухнул на Тима и потерял сознание, пытаясь спасти жизнь своего брата. Тиму оставалось только кричать, чтобы он проснулся, пока не пришли другие солдаты и не положили его тело сверху. Губы Тима дрогнули при воспоминании.
Он на мгновение закрыл глаза, пытаясь сдержать слезы. Смерть его брата-близнеца стала неиссякаемым источником боли и душевной травмы. Воспоминание о том, как Марк погиб, пытаясь спасти свою жизнь, было неотделимо от его памяти и причиняло боль даже большую, чем его раненая нога. Но прошли годы, и Тим наконец смирился с тем фактом, что его брат погиб как герой. Ему было нелегко, но он был в таком состоянии, что больше не винил себя. Он пожертвовал собой, пытаясь спасти его, и был благодарен. Хотя он никогда не смог бы вернуть его, Тим утешал себя тем фактом, что наследие его брата будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал. Прошло уже 2 часа, а Тим все еще отдавал дань памяти павшим солдатам. Его рука болела и ныла, но, несмотря ни на что, он твердо отдал честь. Униформа. Это было нечто большее, чем просто приветствие. Он сдержал обещание никогда не забывать о жертвах тех, кто отдал свои жизни, служа своей стране, включая его брата Марка. Полуденное солнце пекло нещадно, и из-за его палящих лучей каждая минута казалась Тиму вечностью, а по подбородку стекал пот. Форма прилипла к коже, заставляя чувствовать себя неуютно, но это не могло помешать ему уважать своих сослуживцев. Жара была такой сильной, что тем, кто наблюдал за происходящим со стороны, приходилось прикрываться зонтиками. В горле у него пересохло, но он не перестал отдавать честь. Раненая нога ужасно болела. Он не привык стоять так долго, но, несмотря на то, что все мышцы ноги болезненно пульсировали, морской пехотинец не обращал на это внимания, даже не моргнув глазом. Его боль и дискомфорт были ничем по сравнению с той жертвой, которую принесли его собратья, мужчины и женщины, чтобы он мог жить. По прошествии еще нескольких часов салют Тима стал отражением стойкости, которую проявили все ветераны во время службы. Этот жест был сделан в честь его брата и всех ветеранов в мире, которые этого заслуживали. Кому он отдает честь? Он ветеран? Все это время? Я не могу в это поверить. Собравшиеся не переставали перешептываться, наблюдая, как одинокий солдат-ветеран отдает дань уважения. Эти перешептывания были напоминанием о том, что он не одинок. Вокруг него было так много людей, которые преследовали ту же цель, что и он. Многие из них поняли и распознали значение его жеста. Некоторые молча отдали дань уважения, стоя и наблюдая со стороны. Прошло 3 часа, а Тим все еще мерз от невыносимой жары. Часть толпы начала расходиться, когда тишину нарушил отдаленный грохот. Он становился все громче, переходя в крещендо, эхом отдававшееся в сердце Джона. Из-за холма показалась группа байкеров, их кожаные куртки были украшены нашивками, а на лицах запечатлелись истории. Их ревущие мотоциклы привлекли всеобщее внимание, когда они приблизились. Все подумали, что они нарушат прекрасную атмосферу, созданную трибьютом Тима. По мере приближения байкеров среди людей распространялись перешептывания и предостережения. Толпе стало не по себе, и некоторые из них даже начали расходиться. Байкеры считались грубыми членами банд и нарушителями спокойствия, которые всегда нарушали закон. Из этого никогда не выходило ничего хорошего, и их присутствие на месте происшествия вселяло страх в сердца зрителей. Репутация байкеров была не из лучших. В книгах о них писали как о бунтарях против закона. Их суровый внешний вид и дресс-код вселяли страх в тех, кто не понимал их культуру. Их образ жизни был неправильно понят, а их любовь к свободе интерпретировалась как противоречащая законам. Их велосипеды часто были очень громкими, когда они ездили группами, нарушая покой тех, кто любил тихую обстановку.
Люди в обществе объединили эти факторы, чтобы создать стереотипы о байкерах, не принимая во внимание, что не все байкеры были гангстерами. Многие из них на самом деле были законопослушными гражданами, которые любили мир, а езда на мотоциклах была их страстью. Некоторые из них, о которых люди не знали, были даже ветеранами. Как только байкеры остановились, они молча слезли со своих байков и стали расхаживать с важным видом. Их черные кожаные куртки и внешность были устрашающими, но в их глазах отражался другой образ — отражение их прекрасных сердец, которые должны были быть поняты обществом. На мгновение на улице воцарилась тишина, поскольку люди ожидали того, что они собирались сделать. Они ожидали беспорядков, но то, что они сделали, было немыслимо. Один за другим байкеры окружили Тима. Не говоря ни слова, они встали по стойке смирно. Затем, в момент, который навсегда останется в анналах города, они вместе с Тимом подняли руки в знак приветствия. Несколько минут, которые растянулись в вечность, они стояли вместе, как братья и сестры, отдавая дань уважения жертве тех, кто больше не мог быть с ними. Это была молчаливая клятва, обещание, что те, кто пал, никогда не будут забыты. Тим посмотрел на них с признательностью в глазах. Он увидел то же уважение, которое привело его на улицу. Это был волшебный момент уважения, который доказал, что байкера долгое время неправильно понимали. Затем один из байкеров вышел из круга и подошел к Тиму. У него были татуированные руки и лицо, и, несмотря на его устрашающий вид, на его лице были написаны мир, любовь и уважение, которые мог видеть только Тим. Повернувшись лицом к морскому пехотинцу и глядя ему прямо в глаза, он сунул руку в один из карманов. «Он достает пистолет?» — спросила одна дама издалека. «Я думаю, что это нож», — ответил другой прохожий. Все ждали, что же он достанет из кармана. Все они были готовы ко всему, но как только они увидели, что байкер вытащил из своей куртки, они были тронуты. Многие из них покраснели от смущения, даже подумав, что байкер собирался причинить вред морскому пехотинцу. То, что мужчина держал в руках, было не более чем бутылкой с питьевой водой. «Сделай глоток, братишка. Здесь слишком жарко», — сказал байкер Тиму, осторожно открывая бутылку. Затем он протянул руку и подержал бутылку перед морским пехотинцем, позволяя ему сделать большой глоток, чтобы утолить жажду, не прибегая к помощи рук. Таким образом, Тиму не пришлось бы приостанавливать свое приветствие. Холодная вода придала ему бодрости и энергии для продолжения движения. Кивком головы он выразил свою благодарность байкеру. Не говоря ни слова, он присоединился к своим товарищам-байкерам в кругу и продолжил отдавать честь. Шли минуты, но Тим и байкеры стояли в знак уважения к погибшим ветеранам. Эта акция восстановила мост через пропасть, которую общество создало в их сознании, отделив их от байкеров. Сам по себе жест поддержки был красноречивее слов в тишине. Те, кто был свидетелем этого, были поражены. Это было вдохновляющее зрелище, которого они никогда раньше не видели. Страх перед байкерами постепенно исчезал из их памяти, когда они, наконец, увидели их с хорошей стороны. К этому моменту Тим совсем выбился из сил, а из-за палящего солнца ему было трудно стоять на ногах, но он был известен как сильный человек, который никогда не отступал от своих целей. Внезапно из круга байкеров вышел еще один байкер. У него не было с собой ни бутылки с водой, ничего-либо еще, что могло бы утолить жажду Тима, но в правой руке он держал нечто внушительное, хорошо сделанный карманный веер. Его намерения были настолько очевидны, что даже Тим не смог сдержать слез, когда увидел, что он приближается. Байкер подошел к Тиму и стал обмахивать его веером, создавая прохладный ветерок и спасая морпеха от невыносимой жары. Этот простой акт доброты позволил Тиму сохранить свое положение, поскольку избавление от жары было подобно снятию тяжелого бревна с плеч.
Его сердце было полно радости и благодарности. Он молча благодарил байкера за его самоотверженный поступок. Когда все подумали, что все закончилось, другой байкер подошел прямо к Тиму и встал у него за спиной, подняв зонт, чтобы защитить его от жары. С каждой минутой Тим задавался вопросом, как он отблагодарит храбрецов, стоящих рядом с ним. Для тех, кто наблюдал за происходящим, это стало молчаливым напоминанием о доброте и сострадании, царящих в обществе. Когда солнце опустилось за горизонт, окрасив небо в пурпурные и золотые тона, ветеран-сержант Тим Чемберс опустил руку после долгого приветствия. Он почувствовал удовлетворение в своем сердце после того, как отдал дань памяти своему погибшему брату и всем товарищам-ветеранам. Байкеры также отдали честь и один за другим подошли к Тиму, пожимая ему руку или кивая в знак уважения. Это был акт солидарности, свидетельство негласной связи между теми, кто знал истинную цену свободы. Тим поблагодарил гонщиков за то, что они были солидарны с ним, и помахал толпе в дальнем конце. Прежде чем люди разошлись, Тим хотел кое-что сказать. «Сегодня я увидел прекрасную сторону этих байкеров», — начал он. «Может, у них и дурная слава на улицах, но сегодня они покорили мое сердце. Они доказали, что мы живем в обществе, где легко судить о других, в зависимости от того, что о них говорят другие. Но сегодня мы должны усвоить, что истинный характер человека проявляется не потому, как он выглядит, а потому, что таится в глубине его сердца». Он повернул голову к байкерам и кивнул в знак благодарности, и все почувствовали вдохновение от его мудрых слов. Когда зрители начали покидать сцену, у каждого из них остались воспоминания о Тиме и байкерах. Они, наконец, поняли, как важно понимать и уважать друг друга, независимо от того, как другие предпочитают жить. Это был самый простой способ преодолеть разрыв между сообществом байкеров и обществом в целом. Байкеры завели свои моторы и уехали с места происшествия. Каждый из них надеялся, что общество наконец примет их. Тим, с другой стороны, издали наблюдал, как мотоциклы заурчали и исчезли за горизонтом. Хотя они, возможно, никогда больше не встретятся, для Тима тот момент, который они разделили, навсегда останется в его памяти. Он повернулся и направился обратно домой. Его долг перед братом и всеми павшими солдатами был выполнен, и его сердце было наполнено. Случилось немыслимое, но не в виде величественных жестов или слов, а в молчаливом взаимопонимании между воинами. Что касается зрителей, то они ушли со сцены, научившись никогда не судить об обложке книги, не прочитав историю. Какая вдохновляющая история! Вы бы догадались, что байкеры собирались сделать с раненым морским пехотинцем. Вы когда-нибудь оценивали книгу по обложке и сожалели об этом? Поделитесь своими историями в комментариях ниже.